Привет! Как уже всем известно, 24 июня 2021 года была представлена новая версия Windows 11. И многие были не в восторге от ее стабильности и не видели смысла в этой Windows, так как кроме нового дизайна, по сути толком ничего и не было. Да и этот самый новый дизайн был сделан не везде. В системе встречается полная мешанина интерфейсов, начиная от окна из эпохи Windows NT 3.1 и заканчивая иконками из эпохи Windows Vista и Windows 7. И лично я не понимаю, зачем выпускать Windows 11, если по сути ничего стоящего, кроме поддержки Android-приложений, которая по сути сделана на основе Hyper-V, нет. Конечно, сейчас с крупными обновлениями Windows 11 кое-как приходит в норму, но однако энтузиасты не стоят на месте. Последние несколько месяцев в сети активен такой проект, как Rectify 11, цель которого сделать дизайн Windows 11 единым и убрать такие казусы по типу иконок из разных периодов и элементов из старых эпох. Официальный сайт проекта сделан на конструкторе сайтов Weebly, и он в России недоступен. Не потому, что Роскомнадзор заблокировал, а Weebly сама решила закрыть доступ к своему сервису для русских пользователей в 2018 году. Однако, я не из России, и он у меня прекрасно открывается. Образ весит больше 5 гигабайт, и версия только 64-разрядная. Что ж, мне уже лично не терпится попробовать. Все-таки как оно выглядит на самом деле. И первое, что я вижу, это полностью переделанный дизайн установщика. В оригинальной Windows 11 дизайн установщика не менялся с времен Windows 8, а некоторые места так вообще с Windows 7. Установщик кое-как пытается быть похожим на стиль Fluent Design. Тут даже изменен системный курсор, однако он какой-то сторонний, который просто сочетается со стилем. Окей, в самой программе установки в плане дизайна изменено все, даже Windows PE. Они его изменили, только он какой-то чуть-чуть кривенький. Как уже можно заметить, здесь применен патч на обход проверки TPM, Secure Boot и объема AZU. Официальные минимальные требования к Windows 11 требуют минимум 4 ГБ оперативной памяти, наличие типа TPM и UEFI с включенной технологией Secure Boot. И кажется отлично, что эти проверки обошли, так как система без них прекрасно работала. Ладно, давайте все-таки это поставим и посмотрим, что это из себя вообще представляет. Выбираем диск и ждем конца установки. По времени распаковки образа она никак не быстрее Windows 11, однако в послеустановочном этапе она настраивается мгновенно. Никакой подготовки устройств, никакой первоначальной настройки. После того, как все завершилось, перед нами появляется экран приветствия с входом в аккаунт администратора и, пожалуйста, система установлена и готова к работе. Ладно. И вот честно, новый системный дизайн мне очень понравился, это действительно шикарно. Честно, вот прям глаза радуются. В оригинальной Windows 11 новый дизайн сделан не везде и встречается в прямом смысле мешанина из дизайнов разных эпох. Да, он и здесь встречается, но оно как-то сливается с нынешним системным дизайном, особенно когда ты включишь темную тему. Хотя, может, я ошибаюсь. Также можно заметить, что здесь изменены иконки по всей системе. Прогресс-бар, вкладки, полноценная темная тема. Это просто прекрасно. Я бы хотел видеть Windows 11 именно такой. Не прям таки точно такой, как здесь, но приблизительно, с измененным дизайном во всех местах. Также тут вернули стандартный список настроек при нажатии на панель задач правой кнопкой мыши, однако drag and drop не вернули, хотя в оригинальной Windows 11 скоро вернут. Диспетчер задач в этой системе не новый, который анонсировала Microsoft, а обычный, из Windows 8, 10 и начальных сборок Windows 11. Если кому-то интересно потребление памяти, то сейчас она использует менее 700 мегабайт оперативной памяти. Насколько я помню, 5-я KDE ела почти так же. Кстати, да, в KDE тоже дизайн очень красивый, особенно если кастомные иконки поставить. Ладно, вернемся к теме. В составе почти нет никаких UVP-приложений по типу музыки, Groove, карт, будильника и часов и прочей ерунды, которая зачем-то перекочевала аж из Windows Phone в Windows 10. А классические приложения по типу WordPad, блокнота, Paint и таблицы символов заменены на их UVP-аналоги. Прогресс-бар, дизайн анимации копирования и прочие дизайны графических показателей являются работой переделанной стандартной темы Windows 11. Windows Media Player здесь выпилен с корнями, и вместо него здесь Rise Media Player на основе UVP.
Вместо Microsoft Edge, а я вот на 100% уверен, что где-то он даже и остался, здесь имеется Chromium, и причем не обычный, а Ungoogled Chromium, предназначенный для повышения конфиденциальности за счет удаления компонентов из сервисов Google из браузера. Microsoft Store тут имеется, но в первой версии был удален. Также заменены стандартные переключатели громкости, их роль выполняет программа Modern Flyouts. На рабочем столе лежит файлик с названием Notes, где подробно описано об этом проекте. И казалось бы, вот он идеальный вариант. Допиленная Windows 11 с полноценным новым дизайном. Какая-то маленькая группа энтузиастов нагнула целую компанию со штабом в 180 тысяч человек и многомиллиардными годовыми доходами. Казалось бы, Microsoft есть чему поучиться, но... Как во всех сборках, в которых имеется много хороших и красивых вещей, есть, так скажем, и обратная сторона медали. И начнем, пожалуй, вот с чего. В панели управления зачем-то возвращены старые разделы настроек по типу персонализации, фона рабочего стола, показа всей информации о системе в старом дизайне, а одна настройка в панели управления вообще не работает. Битый путь к файлу. При увеличении DPI на более чем 100% ломаются все переделанные системные иконки. DPI – это количество точек на дюйм, или, как в системе это называется, коэффициент масштабирования. Он полезен для увеличения элементов на больших экранах. Система не проходит штатную проверку целостности, или же команду SFC Scan Now. Хотя, с одной стороны, очень редко какие сборки ее проходят, но все же. SFC или же System File Checker – это утилита Microsoft Windows, позволяющая пользователю находить и восстанавливать повреждения системных файлов. Впервые этот компонент появился в Windows 2000, а команда SFC Scan Now проверяет системные файлы и заменяет поврежденные либо модифицированные файлы на оригинальные. В нашем случае оно нашло файлы, которые не совпали с оригиналом, и успешно восстановило их. И после восстановления мы видим сломанную системную тему, Microsoft Edge, по крайней мере его ярлык, и сломанную темную тему, которая должна быть во всех приложениях. Следующее, о чем я скажу, это, конечно, не минус, а скорее забавный факт, но мы можем посмотреть, на каком ПК делалась данная сборка. Видим, что у автора имеется ПК на процессоре AMD Ryzen 3 и даже на Intel Pentium. Забавно. Во время первого запуска почему-то сам по себе отваливается блокнот, но со второго он приходит в норму. Опять же не минус, но все же странное явление. Следующий минус может быть весьма спорным. Сборка может сломаться при установке постороннего языкового пакета, к примеру, русского или украинского. По крайней мере, это было у одного человека, который тестировал для меня эту сборку. Система просто стала кирпичом, черный экран, курсоры и ничего больше. На этом минусы закончились. По крайней мере, языковые пакеты в системе устанавливаются и применяются нормально, система не кирпичится, все работает. Но риски есть. Итог всего этого у меня такой. Систему, конечно, довели до ума в плане дизайна, однако произошла некоторая расплата в виде производительности и стабильности. Но это как минимум неплохая попытка, и у энтузиастов есть к чему стремиться. Я также не сомневаюсь в том, что найдется человек, который поставит это все на основной компьютер. Однако, как по мне, это дело рискованное. Я могу пожелать авторам этого проекта только успехов, терпения все это делать и, самое главное, не скатиться. А что думаете вы на этот счет? Пишите в комментарии, они всегда открыты. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Также можешь подписаться на мой канал, чтобы поддержать мое творчество. Мне будет очень приятно. До новых встреч!